прощения за то, что снято на кирпич, говорю в тапок и обязательно исправлюсь. Иногда будут присутствовать нецензурные выражения, поэтому прошу закрывать рот. Спасибо, приятного просмотра. 9 месяцев назад я сбежала из Китая без вещей. То, о чем сегодняшнее видео. Тема сегодняшнего занятия. Извините, профдеформация. В общем, значит, как все было в тот момент, когда мне сказали о том, что я должна деньги, я опешила. Но мой мозг начал думать о том, чтобы мне такого придумать, как мне оттуда сбежать. Я уже думала о том, что я уезжаю. Ну, в принципе, я им об этом и сказала, что я уезжаю. Но что они сказали? Нет, сначала плати. Я такая, что? Что? Как бы это было все даже в нашем вторичном договоре прописано, что я им деньги никакие не должна. Но единственное, конечно, я сделала глупость, я прописала такой пункт, что если я захочу остаться, то я им выплачу денег. Типа им, а не школе. Хотя я хотела школе. Я прописала типа либо им, либо школе, а они переиначили и сказали только им. Но я не собиралась оставаться, я решила все, уезжать домой. На что, значит, они потребовали деньги, нет, говорят, не уезжаешь. Причем мама переобулась, китайская мама переобулась в полете. Утром, когда я ей сказала, что мне приходится уезжать, она поплакала, сразу же рассказала своим детям. Все поплакали, все пообнимались. Она начала смотреть мне билет обратно. А к вечеру она сказала, нет, мы тебя никуда не отпустим, пока ты не заплатишь нам деньги. Так не делается. Захотела, приехала, захотела, уехала. Нет. А это подразумевает программа. Но никому было не важно, да? Значит, на что я придумала? Ну, я начала, конечно же, искать билеты, как мне оттуда уехать. Думала поехать через Японию, посидеть там, но я боялась, что я нарушаю закон китайский, и боялась, что из Японии я не смогу потом уехать обратно в Россию, потому что в Россию билеты были только через Китай. То есть в Китай бы нужно было бы возвращаться, а у меня тогда уже началась паника. В общем, купила билет прямой до России, не прямой, через Чэнду. Я жила в Нимбо, мне нужно было долететь до Шанхая, там сделать пересадку. По-моему, до Шанхая я летела. Нет, я летела до Чэнду. Не помню. По-моему, да. Но неважно. Стыковочный рейс у меня был, и в Чэнду я провела 1 день, и на следующий день я улетела. Причем при этом я как бы вот за день до отлета я получила свой паспорт в иммиграционке. То есть мой паспорт на руках не был. Я хотела уехать еще раньше, но у меня не было паспорта. И просто уходить из той семьи было типа опасно. Я не знала, что они думают. Может быть, они обратятся в полицию, либо еще что. Они как бы угрожали немножко. Вот. И в момент, когда я уезжала, вот в этот день X моего отъезда, соответственно, я, конечно же, китайской маме ничего не говорила, попрощалась с детьми, а она такая, нет, ты сегодня отводишь Манго, мальчика, младшего сына, в садик. А я 2 или 3 дня уже болела сильно, и у меня даже мама с ней поругалась, сказала, что происходит, почему моя дочь там загибается от кашля, умирает. Она вообще так, короче, я себя плохо чувствовала. А китайская мама выступала как бы в роли прям вот мамы. Она говорила, мы все тут семья, и я забочусь о вас, как о детях, о тебе, Таня, как о своем ребенке. Вот. И мама у меня подошла как бы к ней с таким вопросом, да, там они переписывались, что вот вроде вы позиционируете себя там как семья, но что-то моя дочь умирает там. Вот, и она мне потом претензию предъявила, говорит, что мне твоя мама пишет? Что? Вот. И я такая говорю, я как бы болею, я не пойду. И она очень долго ждала. А мне нужно было вот в этот день забрать хоть какую-то часть вещей. За ночь до этого вечером я отвезла часть... нет, я не часть вещей отвезла. Я взяла чемодан у друга и привезла к подруге в квартиру. Вот. И хотела взять немножечко вещей с собой, как бы
Ам, ну, я не хотела оставлять все свои вещи в этой квартире. И у меня были и документы, ноутбук, но как бы это все вмещалось в сумку, но я все равно хотела свои какие-то базовые вещи взять. Плюс у меня было пальто, осенняя обувь. Я возвращалась в октябре. В Питере уже как бы прохладно в этом время. Я не могла бы прилететь просто такая в майке. И мне нужно было как бы либо уйти из дома в такой одежде, а там было плюс 30. Я плюс 30 в пальто выходила из дома. О, это ужас. Но она не уходила. Я собрала чуть-чуть вещей в пакет и в сумку. И должна была вот уехать. Как бы она должна была уехать, отвезти ребенка в садик, а я в это время уйти из дома, и все. Мы там еще должны были с ней в университете встретиться, подписать там какие-то бумаги. Она пыталась вернуть часть денег за обучение, я ей помогала в этом. И как бы, ну, я не хотела сливаться, я хотела действительно ей помочь. Если она там может вернуть какие-то свои деньги, пожалуйста. Потому что они мне изначально говорили о том, что вот, если что, типа, деньги университет возвращает. Ну, в общем, как бы они знали, на что подписываются с этой программой. Вот. И мы там писали с ней заявление. И то есть я эти вещи должна была унести до моей подруги и уже после университета пойти и улететь в аэропорт уехать. Вот. Но она меня караулила, жестко меня караулила, не давала мне уйти, заходила 2 раза в комнату, и 1 раз она заходит и увидела мой открытый шкаф, где собраны вещи, ну, часть вещей, такая посмотрела, смотрит на меня, я в пальто, в осенних ботинках. Она вот такая смутилась и ушла. Ну, слава богу, ушла, но она очень долго ждала меня. Я уже звоню маме, сама с собой по телефону разговариваю, пытаюсь как бы показать, сделать вид, что я занята, и с ней я никуда не поеду, потому что она сказала, вот, поехали вместе, и я тебя завезу в университет. Какая добрая, да? А я такая, нет, мне не надо. Но она меня ждала, и в какой-то момент она психанула и ушла. В тот момент, как только она психанула и ушла, я просто взяла вещи и побежала. У меня на тот момент уже денег не оставалось совсем. Юаней не оставалось. Мне нужно было вызвать такси, потому что я уже не успевала до моей подружки. Я пишу своей подружке. Во-первых, я выбегаю, понимаю, что, возможно, они там еще на 1 этаже, либо на парковке, я не знаю. Я боялась спускаться прямо на 1 этаж и увидеть их, да, с вещами в пальто. Вот. Я, значит, пишу своей подружке, говорю, называю ее по имени, говорю, срочно вызывай такси от там определенной остановки. Отправляю все 4 сообщения, пока я в лифте. Сообщения не отправляются, связь пропадает. И я такая, ладно, выбегаю, все, никого нету. Смотрю, я отправила все эти сообщения этой китайской маме. Все эти 4 сообщения отправляет китайской маме. Я просто думаю, что ничего не удаляется. Ну, в Вичате можно удалить сообщение. Я удалила, после минуты 5, наверное, прошло, а как бы ей доехать до садика минут 5, в садике ребенка там отвезти его и обратно поехать. И ехать ей через ту остановку, куда нужно такси вызывать. Там просто по-другому никуда. Ну вот мне оттуда нужно было такси. В любом другом месте было бы слишком палевно, я бы хотя бы за остановкой могла спрятаться. В общем, удалила. Вроде она ничего не увидела. На тот момент я очень сильно боялась, была паника. Я на панику подсадила маму. Наверное, мама моя больше переживала, чем я, но мне как бы приходилось все равно вот держать вот это какое-то мнимое спокойствие, потому что нужно было что-то делать, не просто паниковать. И все, я села в такси, доехала. Ну и, в принципе, с того момента все пошло нормально. Я уехала подружке, немножко переложила вещей, мы сходили на пары, там же я встретилась с этой китайской мамой, она такая улыбалась любезно, вот. И когда я уже после университета поехала в аэропорт,
там перед посадкой на Ченду, да, на Ченду я ей написала, что я нашла такую-то подработку, я не вернусь сегодня ночью, а до этого, чтобы вы понимали, все это время, вот когда я гуляла допоздна, вообще у меня, ну, я работала, продолжала работать, мне нужны были какие-то деньги, и, ну, я задерживалась допоздна. Вот, и на что ей вообще категорически не нравилось, она говорила, что это вообще, что за нравы, так поздно возвращаться. Там, конечно, разочек было такое, что действительно, что за нравы, но все прошло великолепно. Ну, не было такого, что я себя как-то вела плохо или так далее. Все было в рамках приличия, и как бы, ну, говорить, во сколько мне возвращаться, даже с учетом, что мы семья, это псевдо, ну, такое себе, too much. Вот, но в тот момент она такая, да, окей, ты же деньги нам хочешь привезти, пожалуйста, возвращайся, когда ты захочешь. Я ей сказала, что я вернусь в следующий день, и я вот ей сказала как раз в то время, когда я уже буду в полете Ченду СПБ, все, чтобы уже точно, чтобы никто никуда не заявил в полицию, что там я пропала, либо еще что-то, чтобы не было никакого розыска. Ну, конечно, когда я летела уже, я думала, господи, хоть бы меня пропустили наши таможники, ну хотя бы будем на русском разговаривать, хотя бы на русском, думаю. В тюрьму, если в тюрьму. Ну, короче, всякие разные мысли были. Вот. Приехала я в Ченду и понимаю, что у меня аэропорт в другом конце, другой аэропорт, из которого мне нужно вылетать в другом конце Ченду этого. Ченду — это город Пант в Китае. Вообще миленький город, но я там особо не была. Вот. Только ночью с таксистом по темной дороге мы просто ехали вдвоем. Посередине дороги он мне показал в переводчике, что мне нужно, ему будет доплатить сколько-то там дофига юаней. Я и так, вот прям последнее, все, что у меня было, вот это последнее я отдавала. Прошу прощения. Все, короче, все ограбил меня, короче, таксист. Мы еще просто едем. Я смотрю по карте, ну, думаю, вроде туда. Мне друг помог снять гостиницу, снял мне ее, это оплатил, я приехала, переночевала, уже успокоилась, когда стояла просто в гостинице, думаю, господи, что происходит? На утро встала, там походила вокруг, пила кофеек, села на самолет. Ну, там тоже нужно было доехать, приключение было. Но, в принципе, вот так вот это все закончилось. Я приезжаю в Россию, меня встречают друзья. И, как я сказала, мой будущий муж мне пишет и продолжает писать. Я ему говорю, ну как говорю, продолжаю с ним общаться, и спустя неделю он мне такой говорит, а давай встречаться. Я такая, встречаться? Чел, ты живешь в Америке? Какой встречаться? Ну и как я сказала, что раньше для меня вот эти вот истории про дистанционные отношения, это все какая-то вот лажа, не мое. И я как бы сказала, чел, я не думаю, что ты приедешь ко мне сюда. Что это у нас за отношения? Но он взял и приехал. Вот, как-то так. Как-то так. На сегодня я закончу. Такое вот короткое видео получилось. Я надеюсь, что не слишком размазано. Я знаю, что я очень люблю уходить вот в всю вот эту мыльную оперу, разглагольствовать, но надеюсь, что получилось плюс-минус нормально, что меня слушать вообще норм. Микрофон, конечно, скоро пофикшу, камеру пофикшу, все пофикшу, и будет все лучше, лучше, лучше. Я буду стараться. Мне очень нравится. Очень нравится этим делиться всем. В следующей серии, наверное, поговорим про то, как мы встретились, где мы встретились, что мы делали, когда встретились. Вот. Либо про китайскую свадьбу. 2 варианта. Как мы встретились, либо китайская свадьба. Выбирайте.
Спасибо. Всем пока. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всех целую, обнимаю.